Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Наши планы немножко поменялись. Мы пока не ездим, не смотрим землю, как мы хотели, потому что у нас погода резко изменилась, и в такую погоду вовсе не хочется кататься куда-то далеко от дома. Поэтому мы ездим только гулять где-то поблизости. Сегодня мы заедем в крепость. Я там поснимаю. Зайдем в магазин Мире. Мне нужно землю для цветов купить. Вот. И как бы все, далеко мы никуда не едем, пока не смотрим, потому что у нас очень пасмурно, дождливо и похолодало. Как красиво оформлено. Вроде бы живая изгородь, но такая не плотная. То есть есть свободные места возле дома, очень красиво. И внизу еще посажено, это, по-моему, хедера, в общем, плющ какой-то. Смотрится очень здорово. У этого дома очень интересная история. Я расскажу ее чуть-чуть попозже. Сначала все сниму. Вот часть выглядит вот так вот, уже побитая плесенью. Но это новостройка. Здесь продаются квартиры. Но видно, что она была давным-давно построена. Квартиры не проданы. Вот такая уже побитая плесенью. И рядом, ну, к этому дому пристроен еще один дом, который заброшка. Его уже много лет не строят, не достраивают. Вот в таком виде он стоит. Там вот во дворе видно, что часть дома хорошая, и часть вот пристроенная заброшка. А с другой стороны, вот к этому дому видно, стоит вплотную дом частный. И по нему видно, что он обрезан пополам. То есть полдома. И там живут люди. Там у них нарциссики вон растут. Вот. В общем, у этого дома история очень печальная. В Сербии такое тоже случается. В общем, этот дом, как я поняла, строили для каких-то научных работников. Вот. И этот частный дом стоял здесь вплотную. Конечно, для стройки он был помехой. Дом был на 2 собственников. Часть одну выкупили и снесли, обрезали частный дом вот этот вот. Вот. Но, к сожалению, финансирование от государства потом пошло как-то плохо, плачевно. И в результате вот этот огромный дом так и не смогли достроить. А этот дом так и остался стоять порезанный напополам. То есть во второй части живет другой собственник. Вот отсюда хорошо видно, что от дома осталась половинка. Что его просто отрезали пополам, потому что он мешал. И второй собственник теперь живет вот в таком виде. Но, к сожалению, самое плачевное то, что этот дом, новостройку, так и не построили для научных работников, потому что перестало финансирование от государства существовать. Вот. Вообще вот такие вот пополам урезанные дома в Сербии прям очень часто встречаются, когда к новостройке просто прилеплена половина дома вплотную. То есть половина дома была другого собственника, ее выкупает застройщик, если согласен собственник продать. А вторая половина, если там живет человек, просто остается вот в таком существовании, прилепленной к новостройке. Какая красота мне встретилась.
Просто прелесть. Это рядом с детским садиком растет. Кустик, ну, честно, не знаю, как называется, что это такое. Прекрасно цветущее. Вот пример, когда полдома было продано, снесено, на втором участке построен, вот такая вот, построили новостройку, вот, многоквартирный дом, а этот дом, половинка от него, просто прилеплен вплотную, то, о чем я рассказывала. И таких домов много. И вот, кстати, сразу не увидела, рядом прям та же самая история. Вот один дом и второй дом, точно так же, к новостройке прилеплен просто. То есть в свое время выкупили полдома и участок, построили новостройку, а второй собственник второй половины дома вот так вот прилеплен к новостройке. Вот так вот магазин красиво оформили к Пасхе. Здорово. Сплошные зайки. Яйца. Красиво. Вот они и горлицы. Очень похожи на голубей. Я поначалу не отличала их, а сейчас видно, чем они отличаются. Они более крупные и все одинаковой расцветки. В отличие от голубей. Мы на территории крепости сейчас гуляем. Я хочу подняться вот сюда вот. Есть такая возвышенность. Хочу посмотреть на город. Мне кажется, там будет очень красиво. Там дома вдалеке. Они расположены на горе. Я хочу посмотреть. Здесь столько хрена растет. Кстати, машины здесь далеко, поэтому его можно свободно рвать в засолку. Целые плантации везде. О, а здесь его еще больше. Вот это не знаю, что за растение. Что-то его здесь очень много. Просто полевое что-то, или это специально посаженное, не знаю. В общем, вперемешку с хреном целые поля. Да, вижу, там уже появляется красивый вид. Ну, на самый край я не пойду. И так, в принципе, видно все. Вот они, горы. Ух, сегодня они хороши прям. Такие облака на них лежат, серые, густые. Здорово, очень красиво. Ну, вот, кстати, отсюда прям хорошо демонстрируется, как выглядит город. То есть вот его центр внизу находится, а дальше идет снова гора, домики. В общем-то, Ниш вот так выглядит.
И в другую сторону точно так же. Вот мы в другой стороне вот там вот живем. Там тоже на возвышенности уже идет. А центр в низине. Вот это вот внизу крыши, это рынок, старый рынок в центре города. Здесь много старых домов. Вот прям напротив такая крыша полупроваленная. Какие-то магазинчики. Ну, в общем, здесь немного магазинов. В основном такие очень мелкие. Что-то типа садовые какие-то. Звонят колокола. Сегодня пасмурный день, но из-за этого тоже красиво, потому что облака такие кучные, серые, небо красивое. Это сама территория парка, она очень большая. Мы решили сейчас обойти ее по периметру, посмотреть, сколько километров будет вся территория. Вот тут небо прям, наверное, ливанет дождь, я так думаю. Но на зонтике есть. И вот на дереве там много гнезд. Пойду еще на ту сторону сейчас подойду, посмотрю, что там. А, это автовокзал. О, вот это вот округлое такое, выступ такой вот. Это от стены крепости. Я точно не знаю, как это называется архитектурно. Такой он, иногда даже в домах такой прием используют, строят, если хотят, чтобы дом был похож на крепость, то вот такие вот делают округлые. Не знаю, как называется, надо загуглить. В общем, здесь рынок, здесь автовокзал дальше. Вот они, вороны сидят у себя в гнездах. С этого автовокзала можно много куда уехать. Мы приезжали сюда из Белграда. В общем, это междугородний автовокзал. Вот, пойдем еще дальше по территории, по периметру. Сколько все-таки километров. Посмотрим. Кто спрашивал, не хватает ли нам русского языка в Сербии. Ну вот мы гуляем. Идет парочка и разговаривает по-русски. Так что русский язык здесь можно встретить везде. В магазинах, на прогулках, в транспорте. Сегодня день пасмурный, конечно же. На территории не очень так ярко все выглядит. Но все равно гулять очень приятно. Потому что свежий воздушек. Много зелени, птиц много. В общем, просто гулять здорово даже в такую пасмурную погоду.
Меня вот очень заинтересовал вопрос, из чего сделаны эти колонны, из какого материала. Пожалуйста, кто подписан на мой канал, смотрит меня из местных в нише, напишите, пожалуйста, из чего эти колонны. Интересно, потому что у них есть такой рисунок. И очень пористый материал. Такой красивый закат уже появился, розовый. Мы все еще на территории крепости, но идем домой. Ну что это? Собаки такие бегают. Надеюсь, они не обратят на нас внимания. И много ворон. Хотя я не знаю, это, наверное, не вороны, а вот когда полностью черные. Может быть, это грач или ворон. Не знаю, кто это. Они полностью черные, без серого. Ну-ка, вы кто? Вы грачи?
Все, мы идем на выход из крепости. Вот здесь интересно тоже такие сооружения. В общем, мы померили по территории, по периметру крепости. Мы обошли, получилось 3 километра. Водичка сегодня такая чистая в Нишаве, просто прозрачная. Вот так. У нас в конце марта пошел снег. А кто-то говорил, что вообще зимой снега не бывает на юге Сербии, в Нише. Еще какой. Сыпет, как из ведра. Конец марта. Обалдеть. После 20 градусов тепла вот такое. Вот моя розочка стоит бедная в снегу. Вот как-то так. Неожиданно, конечно. Не хотелось. Хотелось уже тепла, лета. Но вообще в этом году все говорят, что Сербия, особенно на юге Сербии, это аномальная зима. То есть снега, в принципе, бывает очень-очень редко. Тут вдруг, мало того, что он был зимой, еще теперь и в конце марта. Вон сколько на крыше снега. С ума сойти. Ну это же надо. Вот так вот абрикос отцвел. И теперь весь в снегу стоит. И черешня тоже.
Но на улице мороза нет. +2, +5. Вот так вот черешенка выглядит. Цветущая, но в снегу. Вчера у нас прошел снег. Сегодня от снега не осталось ни следа, даже намека никакого. Практически все высохло, дорога полностью сухая, крыши сухие. В общем, как будто бы ничего и не было. Ну и правильно, все-таки конец марта, хватит нам зимы. Напротив зацветает груша. В общем, вчера непонятно откуда взявшаяся тучка снежная на юге Балкан. Откуда ее занесло сюда, непонятно вообще. Насыпало нам снега, но, конечно же, это все ограничилось одним днем. Сегодня все растаяло, все сухо. Насчет вот этого дома хочу рассказать еще. В общем, граница этого участка, вот этого соседнего дома, про который я уже рассказывала, что там живут пожилые муж с женой, сербы, но ведут себя, мягко говоря, некрасиво, не очень мягко говоря, неадекватно. Вот, потому что когда они видят кого-то из нашего дома, а в первую очередь они видят нас, потому что наши окна выходят на их участок, то они начинают там руками махать, лопатами махать, кричать маты. В общем, мало приятного, конечно, все это наблюдать. Однажды в нас летели камни, о чем я уже сказала, когда мы были на улице, я сажала цветы. Вот, в общем, история такая, что у этого дома граница должна заканчиваться вот по документам ровно по их крышу, там, где у них заканчивается крыша. Это соответствует внизу вот этому бордюру, на который они положили там какие-то пакеты с кирпичами. Вот, в общем, на этом месте. А забор они поставили еще дальше, 1,5 метра. Тут у них деревья растут. В общем, наш застройщик должен поставить забор вот ровно на том бордюре. А эта женщина утверждает, что это вся земля ее, которая идет вот и под наш дом. Но она основывается только на своих каких-то планах, мечтах, которые у нее были когда-то в документах. Это нигде этого нет. В общем, нам наши соседи по нашему дому сказали так, что здесь когда-то был пустырь. Они просто построили дом и поставили забор там, где захотели. Документально это не было никак оформлено, в кадастре их дома тоже нет. И они просто считали, что это будет их земля. Но тут взялся откуда-то застройщик наш, который выкупил эту землю у города или там у собственника, я не знаю. И построил здесь дом. Конечно, их эта ситуация не устраивает абсолютно, но доказать они ничего не могут, потому что все, что они хотели иметь этот участок, это было только в их желаниях. Они ничего не сделали, не uknижили, не узаконили, поэтому доказать они ничего не смогут. Но нам приходится ждать, пока закончится их апелляция еще. И только потом я снова смогу нормально выходить. Застройщик здесь сделает дорожку асфальтированную, застройщик сделает забор. И я только смогу потом здесь досажать то, что я уже начала. Вот, так что вот такая ситуация. Но даже при таких вот событиях, то, что они там хотели что-то сделать, им помешали, все равно надо оставаться людьми, а не превращаться... Ну ладно, обойдемся без оскорблений, все понимают, что я хотела сказать. То есть, когда человек переходит какие-то границы человеческого поведения, конечно, он превращается... Я сейчас буду пересаживать кустик черники, который я посадила вот в это кашпо. Но с целью сэкономить я набрала землю, которая у нас недалеко от нашего дома находится. Там бывший чей-то участок, бывший, то есть когда-то был участок, сейчас там просто такая ровная целина, но земля там очень неплохая. Но для черники она абсолютно не подходит, потому что я увидела, что
Земля здесь просто вот стоит, вот такая мокрая, превратилась вот в такую глину. И для черники это вообще не подходит абсолютно. Ей нужна земля, которая хорошо дышит, легкая. Лучше вообще в торф ее посадить, либо в перемешку с торфом. Торфа сейчас у меня нет, но есть вот такая вот купленная земля, вот, которую я купила в магазине Мире. Она стоит 220 динар, недорого, здесь 20 литров. В общем, я сейчас буду сажать в эту покупную землю. И вот такое кашпо я там же купила, в этом же Мире. Тоже оно стоит 200, по-моему, 220 тоже так же. Ну, или 200, не помню точно. Вот, с подставочкой. Так что сейчас я займусь этим, пересажу, потому что мне очень-очень жалко, если она пропадет. Это черничка, единственный был саженец, который, вернее, единственный вид из тех саженцев, которые я купила, который был самый дорогой. Она стоила 500 динар. Все остальные были, я уже называла цены, это 170, 160, 120 динар. То есть, ну, совсем недорого. Ну, и то жалко. Дело не в том, что сколько они стоят, а вообще жалко, если пропадет растение. Это стоило 500 динар, черничка. И я хочу ее нормально посадить, чтобы она не пропала. Потому что прям реально глина. Вот я поливала, и дождь шел, вчера вообще шел снег. Вот, и вся вот эта сырость, она не просыхает совсем. Тут болото образовалось. Поэтому я сейчас буду менять землю и пересажу в кашпо побольше вот сюда вот. Все, я пересадила черничку. Вот так теперь она выглядит. Кашпо побольше, земля более дышащая, такой рыхлый грунт получился хороший. Вот, и немножко положила сюда сосновых иголок сухих, которые я собрала на территории крепости. Вот, все, теперь отнесу на террасу и пересажу, вернее посажу еще одно растение. Это черноплодная рябина. Что у нас здесь написано?
Теперь в такое же кашпо буду сажать черноплодную рябину. Цена этому не отростку, а как-то саженцу была 100, по-моему, 140 динар тоже, совсем недорого. У нее есть уже тут и молодые веточки, которые она успела в упаковке пустить. Вот, у нее был какой-то грунт, видимо, торф с песком, что-то такое. И замотано все это в целлофанчик. Вот в таком виде она продавалась. Вот здесь на кашпо, который я уже говорила, я покупала в Мире, совсем недорого, 200 или 220 динар, точно не помню. Есть, естественно, такие дырочки всегда делают, которые очень, вернее, не дырочки, а для того, чтобы сделать дырочки. И они очень легко проламываются, то есть прям буквально при небольшом нажатии они сразу открываются, превращаются уже в отверстие. Вот. Для черноплодной рябины уже не нужен такой особенный грунт. Ее можно посадить в обычную землю, поэтому по большей части я буду использовать эту землю, которую мы набрали просто на улице, как я рассказала уже. Сюда же я добавила немножко золы. Здесь, видно, встречаются вот такие вот камушки из золы. И немножко добавлю грунта, купленного в магазине. В общем, перекладываем эту землю сюда. Потому что черноплодную рябину я тоже посажу в кашпо побольше. Теперь добавляем грунт. В общем, конечно, купленный грунт выглядит поприятнее намного, чем земля. Но в целях экономии как-то придется использовать и то, и другое. Берем наш саженец рябинки. Корешки у нее здесь все свободны. Просто вот так ставим и засыпаем грунтом. Я все равно планирую пересаживать потом из кашпо. И в покупной земле все равно есть необходимые элементы. Этого будет достаточно на первое время. А потом, когда я уже высажу все это в землю, конечно, я там буду уже добавлять что-то. Вот. С одного пакета нам мало земли. Сейчас откроем второй. Еще нужно, потому что здесь корешки прям еще сверху. Еще добавим.